Энтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, огромная вам благодарность за то, что вы поддерживаете мой канал. И я, конечно же, вас тоже поддерживаю в каждом видео. Итак, ну что у нас? Биток 0,7%, эфириум 5,1%. Неплохо. Неплохо. Эфир, в принципе, у нас потихоньку растет, хоть и стоит биток. И дальше что у нас? По капитализации рынка есть небольшой приток. Было у нас 3 триллиона 250-220 миллиардов долларов. Сегодня мы видим 270. Все-таки у нас суббота. Торги закончились, но может быть такое, что люди понесут в рынок деньги, потому как произошел рост. А люди всегда несут бабки на росте. На росте всегда бабки несут в рынок. BNB 661 доллар, неплохо. Эфириум 2336 баксов. И что мы видим? Что мы видим? По комментариям. Интересные здесь комментарии есть. Скользяшки, отскоки и дохлой кошки, бредни сумасшедшего фантазера. Да, может быть такое, что и бредни сумасшедшего фантазера. Я, конечно же, удалять твой коммент не буду, банить не буду. Посидишь, как я, в крипте, будешь тоже сумасшедшим фантазером. Классная обнова, супер. Особенно шорт с 2480 долларов. Надеюсь, глупых людей нет, которые его там не продали, ибо впереди 1200-860 долларов за эфириум. Вот видите, какие комментарии пишут люди. Они уже хотят шортить. Они хотят шортить, их приручили к шортовым уже ситуациям. Рынок конкретно уже всех научил шортить, приручил к шортам. Давайте-ка мы посмотрим ликвидации. Вот у нас, смотрите, уже шортисты поперли. Вот буквально позавчера шорт, вот идут шорты. Зачем шортить это все дело, терять на этом деньги? Я вообще этого не могу понять. EOS, шорты побриты за 4 часа. Эфириум на первом месте. На первом месте. Эфириум на первом месте. Шорты побриты. За 24 часа. Эфириум на первом месте. Эфириум на данный момент сейчас преобладает в росте и в движениях, чем биток. Что будет нам это говорить? Это нам будет говорить о снижении доминации биткоина. И мы это видим. Мы это видим. Сейчас на данный момент мы уперлись в блок поддержки. И здесь будет какая-то проторговка. Потому как у нас были эти блоки сопротивления, когда у нас доминация биткоина и шла вверх, я эти блоки все отмечал. Тут, в принципе, я эти блоки все отмечал. И на данный момент это будут блоки сопротивления. Так что блоки поддержек будут. Мы когда росли, у нас эти блоки были сопротивлением. Мы не могли, конечно же, от них отбиться вниз. А сейчас мы будем здесь задерживаться. Вот у нас первая задержка есть. Если у нас все будет хорошо и действительно доминация биткоина будет падать, как и падала в прошлых циклах, то мы будем падать с какими-то здесь задержками. Ну и дальнейшее падение, я думаю, что если и падать мы будем, нам будет достаточно упасть в диапазон 48. Здесь мы с вами увидим хороший уже альт-сезон и хороший движ на альте. Также, что касательно самого биткоина. Давайте в первую очередь посмотрим биток. У нас здесь есть слом нисходящего тренда. Мы уперлись в блок сопротивления. Это у нас вершина, которая была поставлена в декабре и в ноябре. Ну, вот у нас даже в ноябре мы сюда не касались, только декабрь. Сейчас у нас здесь будет, по всей видимости, еще одно сопротивление, такое сильнейшее по биткоину. Также мы видим здесь
перевернутую голову и плечи, вроде бы как такая фигура виднеется. Двойное дно тоже неплохо. Ну и я думаю, что у нас здесь был импульс роста и потом боковик. На протяжении 10 дней мы здесь стояли в боковике. В принципе, думаю, что мы можем и здесь вот так же само простоять в боковике, вплоть до середины мая. И потом сделать импульс роста, пробитие хая. Это был бы самый идеальный сценарий для биткоина. Самый негативный, конечно же, сценарий, то, что у нас отскок дохлой кошки еще присутствует, и мы погружаемся вниз. И действительно, эфириум будет стоить там в диапазоне $800, как многие говорят. Но интересный момент, когда у нас биток вот здесь вот нащупывал свое дно, все тоже говорили, что будет биток падать. Сделали импульс роста, удержали здесь цену. И многие заходили в шорт. Заходили в шорт, и потом пошла бритва шортистов. Аналогичная ситуация у нас сейчас на эфириуме вырисовывается. Вот видите, вы уже читаете комментарии, ну я уже читаю комментарии, что говорят типа сейчас нужно шортить, короче говоря, биток. Ой, эфириум. Нужно шортить эфириум. Зачем его шортить, я вообще не могу понять. Вы же, наверное, его покупали на споте для каких-то целей, для пользования блокчейном. Берите и пользуйтесь блокчейном. Вот, эфириум. Смотрим. Здесь у нас будет тоже скоро пересечение. Золотой крест. Как на битке мы с вами рассматривали. На недельке вот все это дело. И здесь может быть такая ситуация, как было с битком. Вот сейчас они здесь приостановят все это дело с ростом. Многие зайдут в шорт и их начнут выбривать. Потянут рынок вверх. Все может быть. Я, конечно же, не исключаю то, что мы будем дальше падать, и это отскок дохлой кошки, типа загон хомяков, и дальше мы вот так вот вниз идем. Я это не исключаю. Но доминация эфириума, конечно же, нам говорит о другом. Если у нас будет дальнейшее падение, то это будет скам. Это будет скам уже. Сейчас на данный момент у нас по эфириуму вот этот вот уровень остается самым важным, и он не должен пробиваться. Это $1400. Мы его не должны пробивать. Просто-напросто не должны. Если мы это все дело пробьем, то все. Ну, можно похоронить полностью эфир, всю экосистему альтов. Все это похоронится. Это никому не нужно будет. Тем более в следующих циклах. Полноценный цикл у нас еще не состоялся, у нас не было того самого полномасштабного альт-сезона и эйфории на рынке. Она у нас произойдет, как только биток подойдет к диапазону $4000, эта эйфория у нас будет. Но ситуация здесь очень сейчас на данный момент сложная. Если посмотреть глобально на вот эту всю картину, выглядит их график вроде бы как мы вот так вот и собираемся идти вниз. Ну вот как вот здесь вот, да, как было вот здесь вот. И дальше пошли вниз, только без обновления лоев. А тут мы можем обновить лой и пойдем вниз. Я, конечно же, не отрицаю то, что у нас может произойти такой отскок дохлой кошки, и мы уходим вниз. У меня трезвые мозги, и я на это смотрю по-трезвому. Конечно же, мы смотрим на это все дело, и нам хочется увидеть альт-сезон, нам хочется продолжение роста по эфириуму, вот так вот диапазон $4000 проторговка, импульс вверх, и эфир уходит на 6, на 8 тысяч долларов, да? Это нам хочется так. Но будет ли такое? Мы это не знаем. Сейчас здесь сложная ситуация. Конечно же, произошло обновление эфириума туда-сюда, но это просто новости. Они не могут влиять в дальнейшем на цену. Люди не будут покупать эфириум, если у него там какое-то обновление появилось. Люди покупают эфириум для спекуляции. Все. Тут все зависит от маркетмейкера. Потянет ли он цену сюда, это только он знает. Может у него задача в дальнейшем просто-напросто соскамить
этот инструмент эфириум, то тогда понятно, что соскамится вся экосистема эфириума, соскамится вся альта. Мы прекрасно знаем, мы прекрасно видим, как у нас альткоины реагируют на движение эфириума. Вот буквально небольшое движение эфириума, мы увидели рост альтов. Логически подумать было бы, чтобы манипулятор потянул эфир на перехай, отстреляли бы альткоины, только избранные альткоины. Там, ну, понятно, что не все будут альткоины стрелять. И на этом всем завершается бычий цикл. Дальше погружаемся на медвежку. Все остальные альткоины, там, которые не отстрелили, они просто соскамятся. Вот что. Также, что касательно еще обновления, данное обновление говорит нам о том, что L2 решения уже просто, они не нужны. Потому как обновление эфириума нам говорит о том, что у нас уже дешевые транзакции, эфириум стал быстрее, и комиссии стали дешевле на эфириуме. Это самое важное. Комиссии дешевле стали. Также можно стейкать намного больше эфириума. Там уже 2000 монеты можно залачивать в стейкинг. И само собой эфириум стал уже дефляционным инструментом. Вот. То на данный момент нам L2 решения уже не нужны. А просто зачем они нужны, если эфириум уже и так стал дешевле в транзакциях? Все, зачем на L2 решения? Вот нам человек пишет, типа, рассмотри все монеты по L2 решению. Здесь вот где-то есть комментарий. Вот. Нужен разбор всех L2 решений. Но я считаю, что с данным обновлением эфириума потребность в L2 решениях просто отпадает. И прочий шлак. Посмотрим, конечно же, обязательно посмотрим, сделаем видео. Может быть, кое-что я сегодня сделаю отдельное видео. Так, ну, в принципе, что тут? Один комментарий только по поводу L2 решения и все. Четко, спасибо. Так, сейчас альту держать, не продавать, правильно тебя понял? Ну, смотри, я буду держать. Я не говорю, чтобы ты держал. Я буду держать, потому как я присутствовал на бычьем рынке в 2021 году. Именно вот эту вот фазу уже я ощутил на собственной шкуре, и этой фазы в данном цикле еще нету. Еще нету. И она у нас должна быть еще впереди. И я буду ее ожидать. Конечно же, сейчас многие будут выпрыгивать. Манипулятор вымучил всех. Он всех вымучил, и это его была задача, потому как на этом рынке не очень легко заработать деньги. Он всех вымотал. Он сделал так, что никто не верит в никакой там альт-сезон, никто не верит в рост. Вот уже говорят, нужно шортить типа. И это его задача. Ты думаешь, вот здесь было легко людям? Здесь тоже было нелегко. Здесь тоже было нелегко. Я здесь не присутствовал, нарративов всяких не знаю. И психологии тоже не знаю, что ощущали люди на собственной шкуре. Но я, в принципе, уже был в рынке в вот этом вот участке времени. То, в принципе, смотри, мы вот к нему как раз и подбираемся. Вот желтая зона, это желтая зона, это зона эйфории. Какая она будет, мы ее не знаем. Ну вот мы к ней подбираемся. Вот уже, смотри, окраска. И сейчас здесь покинуть рынок, ну это просто бредятина. Если я здесь вот все это дело пробыл, все вот это вот дело видел, на собственной шкуре ощутил, и тут выходить в ноль с рынка, ну блин, у меня есть некоторые метрики, у меня есть некоторые анализы рынка, которые подтверждают о том, что это не конец, это не завершение. Все, я буду полагаться на собственный анализ. Я не буду смотреть там каких-то слез Сатоши, там, у них там психология, там, псевдоэксперты по психологии. Это все бредятина. У меня есть собственный анализ, на который я буду полагаться, и я буду выходить с рынка, я напишу видео, скажу, что все, я выхожу с рынка. Сейчас на данный момент какая ситуация на рынке? Сейчас на данный момент ситуация такая, что у нас на данный момент рынок только на пороге разворота и дальше восходящего тренда. Вот. Но не исключаем скам, конечно же. Это отскок дохлой кошки и уходим на медвежку.
Я-то понимаю, что это может произойти, и портфель просто соскамится. В дальнейшем у нас, по всей видимости, должно быть продолжение движения. Это только разворот и загон шортистов. Вот. Портфель на данный момент напоминает график эфириума относительно биткоина. Здесь у нас был нисходящий тренд, мы его видим, вот на дневке. Локальный с декабря 2024 года мы его пробили. Вот, пробили. Если взять глобальный, у нас здесь до пробития нисходящего тренда очень далеко. Очень далеко, потому как у нас есть вот такой вот глобальный тренд. Мы можем его посмотреть. Вот. Тут до него, короче говоря, очень далеко добираться. До этого тренда. Вот. Здесь движение должно быть более чем 100%. Вот, 120%. До глобального тренда. Пока он не пробит. Вот как только мы его здесь пробьем, можно будет выдохнуть. Здесь у нас сильнейший блок сопротивления будет. Вот он. Уровень важный. 0,015 мы удержали, но еще нету полного подтверждения. На MACD все четко выглядит. Первая неделька такая вот зеленая. Здесь пересечение. Дай бог все это дело развернут. По стохастику есть запас хода. Вроде бы как эфириум собирается разворачиваться. Но не исключаем вот такой вот вариант. Да? Отскок и пошли вниз. Отскок и пошли вниз. Это у нас пока есть очередной отскок. Еще очень рано говорить о развороте рынка глобально. Еще очень рано говорить. Что касательно самого эфира относительно битка, сейчас на данный момент у нас похожая ситуация на портфеле рисуется. Вот такая вот тоже ситуация рисуется. За 7 дней есть небольшой рост. За 30 дней тоже есть рост, и за 90 дней тоже появился рост. Ну, у нас там вот такая вот картина, если на часе посмотреть, тоже вот такой вот идет график, идет на портфеле вот так вот. И в принципе, если у нас, ну, именно мой портфель, я не знаю, как у вас, у меня большинство портфеля находится эфир и активы с экосистемы эфириума. Pepe, ну там еще есть Solana. И есть большое количество мелкокап разных. И если, в принципе, портфель рисует такой вот график, как на эфир относительно битка, то у нас здесь есть некоторые цели для восстановления. Мы можем сходить примерно, ну, вот сюда вот, да, вот сюда вот так вот можем сходить. То мой портфель может еще с текущих показать примерно 150, а то и даже 200% роста. Это будет очень хорошо. Это в том случае, если эфириум восстановится, портфель тоже восстанавливается, прибавляет в росте примерно 150%. Ну и само собой финалочка на торте, это, конечно же, отстрел альткоинов, потому как эфир восстанавливается, большая часть портфеля находится в эфире, портфель восстанавливается. Ну и само собой мы знаем, что некоторые альткоины в самом пике бычьего рынка дают дополнительных еще 5-10 иксов до того самого восстановления. Вот так импульс типа, да, они вот застреливают там, выбривают шортистов и потом затухают, идут вниз. Вот. Как на монетке SATA, вот, допустим, да. Вот у меня есть такая вот монетка, я ее когда-то покупал, сижу, держу ее. Сейчас здесь мы видим, есть объемы зашли, две зеленые свечи палки. Конечно же, это скам еще тот, это еще тот скам. И вот похожая ситуация, да, вот как вот здесь вот. Тут у нас был график, мы тут вот укатывались, потом мы восстановились, вот здесь вот проторговываемся. И портфель тоже вроде бы как восстанавливается, и само собой идет еще отстрел. Вот здесь у нас, смотрите, был отстрел на 200% роста. Вот, на 200% роста. Ну, чуть менее, чем 200% роста. Это была вишенька на торте, типа. Ну и нужно, конечно, с SATA выходить. Вот. Сейчас вот такой вот у нас есть инструмент SATA, монетка SATA. Торгуется она на Мексе, чисто на Мексе. Посмотрим, мало ли может этот скам в дальнейшем сделать какой-то импульс роста.
Когда уже будет тот самый альтсезон? Сейчас пока альтсезона еще нету. Портфель еще даже только-только собирается восстанавливаться. Ну, здесь вот, если даже мы вот так отстрелим, то 25 иксов можно, в принципе, на ней иметь. На 100 баксов взял, там 2500 долларов забрал, к примеру. Но это может быть банальный скам, и просто здесь никакого выстрела не будет. Вот так вот. Здесь тоже есть, само собой, риски. Само собой, доминация биткоина мы посмотрели. У нас здесь уже есть хорошее падение по доминации битка, резкий обвал на 3% с половиной. Ну, чуть менее чем, примерно 3%. Одно напрягает то, что мы здесь резко падаем, но зачастую развороты происходят на резком падении. Это резкое падение у нас примерно и должно было быть. Посмотрим, как будет дальше. Может быть такое, что дальше доминация будет битка расти, мы будем расти в диапазон 70%, это все у нас пока не отменяется. Здесь мы еще рано радуемся. Подтверждение разворота рынка пока нету. Нет. Дальше. Давайте еще посмотрим интересный график, секретная информация. Такой вот у нас график по поводу альты. На недельке мы посмотрим. Неделька. И этот график нам показывает прошлый цикл. Это, можно сказать, доминация альткоинов. Тут у нас капитализация альты, биткоина и вот у нас капитализация альты, Total, USDT, BTC. В принципе, вот так вот. И этот график тоже такой себе важный. Можно на нем ориентироваться, где мы находимся. В прошлом цикле, вот донышко по альте, да, были тоже такие вот небольшие движения. Раз у нас движение, небольшой альтсезон. Март 20 год. Вот у нас сентябрь 20 год. Вот у нас март 21 год. Вот, март 21 год. Тоже движение небольшое. А вот у нас уже бычка по альте. Вот это вот у нас альтсезон и бычка. Движение на 75%. Аналогичная ситуация у нас была и в 2017 год. Вот здесь вот были после халвинга движения небольшие и потом завершение бычка. Сейчас на данный момент аналогичная ситуация. Вот у нас халвинг. Здесь были небольшие движения. Вот у нас март, май. Вот у нас март. Здесь вот движение возле халвинга. Май движение, выход ноткоина. Вот у нас декабрь, небольшое движение. Ну и не было такого вот импульса. Импульса роста у нас не было. Я думаю, что он здесь тоже произойдет. Такой вот импульс роста. Конечно же, альта у нас уже не такая шустрая, как было в этих циклах. Ну вот сюда вот импульс должен быть. Вот как только у нас здесь появится импульс такой вот на графике, ну все, нужно покидать альткоины. Сейчас на данный момент альта просто умерла. Вот если посмотреть на этот график, поанализировать его, то он нам показывает то, что альта умерла. Несмотря даже на то, что там произошел какой-то рост на небольшом отскоке эфириума. Здесь роста нету. Его просто нету. Здесь есть сигнал, то, что нужно купить. Здесь был сигнал, вот буквально в начале января, то, что нужно продать. Все. Был сигнал на продажу, здесь сигнал на покупку. Других сигналов нет. И вот у нас на недельке маленькое движение. Вот, маленькое движение. А я хочу дождаться вот этого движения. Вот этого вот большого движения. Но его пока здесь нету. Вот как только оно здесь появится, да, можно будет говорить о том, что все, альтсезон свершился. Вот. Я, в принципе, предполагал, что мы должны удержать данный уровень, вот этот вот, 1.47 пункта, но мы его не удержали, тут закол был ниже, 1.45. Вот. И, в принципе, предполагал, что где-то с конца февраля у нас будет здесь разворот по данному графику. Мы его пока не видим. Здесь еще тоже нету никакого разворота, только вот небольшой отскок. Слома нисходящего тренда тоже нету. За какой-то там тренд альты еще очень рано говорить. Очень рано говорить. Но я думаю, что мы только-только на пороге того самого движения альту. Если, конечно же, альта двигаться не будет, мы просто падаем сюда вниз, в диапазон 1 пункт. Ну, и это будет скам альткоинов, потому как мы пробьем все это дело. Мы хоть и обновили цены по альткоинам 2019-2020 года, но данный график
не обновила. Смотрите, мы пришли строго вот поддержку 2020 года сюда вот вверх. Этот график немножко напоминает нам торговую пару эфириум относительно биткоина, да? Похожая ситуация. Эфириум относительно битка. Только мы здесь, смотрите, куда пришли. Обновили. Вот у нас есть точка. Это у нас 30 декабря 2019 года. Эфир относительно битка у нас шлепнулся просто вот. Вот сюда вот мы пришли. Вот тут даже мы были когда-то рассматривали вот эти вот цели. Поставили. Мы можем это все сделать вот так вот. Линию поставить. Горизонтальную. Вот. Оп. И с желтым. Вот мы здесь сюда, в принципе, по целям пришли. Их полностью выполнили. И пришли к диапазону там 6 января 2020 года. Да? А по данному графику 6 января 2020 года, да, 6 января 2020 года, май 2020 год, ну вот, 27 января, 6 января, мы даже сюда не опустились, это 1.39 пункта. Вот мы возьмем эту линию, поставим 6 января, октябрь, 6 декабря, вот, 1.39 пункта. Но мы сюда даже не приближались, даже не приблизились, вот. Еще сколько здесь движения, да? Еще сколько здесь движения? Было бы. Вот. Тут еще движение, смотрите, практически на 4,5%. В принципе, все здесь у нас выглядит неплохо. Все нормально. Также, само собой, что у нас по лонгам? По всей видимости, лонги продолжают потихоньку набираться. Лонги по биткоину потихоньку прикрываются. Лонги по эфириуму продолжают набираться. Мы здесь видим небольшую зеленую свечечку на недельке. Небольшая зеленая свечечка. Я думаю, что даже вот у нас было небольшое движение по альте. Сейчас это нужно было сдвинуть рынок для того, чтобы сейчас зашевелились все, кричали, нужно все покинуть, продать туда-сюда, выйти, убежать с рынка, зайти глобально в шорт, что это будет очень большая ошибка. Здесь нужно выждать какой-то определенный период времени, может быть такое, что это будет до конца мая, потому как, чтобы все опять же переобулись в шортистов, нужно опять время, неделька-две. И здесь начнется движение. На дневке у нас вот вчера было движение небольшое, на часе очень хорошо видно это все дело. Вот. На часе. Все, остановили здесь у нас набор лонгов. Вчера у нас на часе вот это движение. Вот раз, а вот два. Начало движения альты. Вот эти вот две красные свечки. Вот, шикарно вообще отреагировала альта у нас на эти две красные свечки. Пока у нас здесь нету никакого движения. Вот было небольшое движение в 17:00 вчера. Все, тут у нас все остановилось. Откроется у нас понедельник, торги, посмотрим, как у нас будет двигаться рынок. Пока здесь все у нас по красоте. Вроде бы как нащупали мы хай. Теперь нужно двигать рынком. Посмотрим, понаблюдаем. В принципе, вот так вот. Биток у нас удерживает уровень. Это очень хорошо. Это очень хорошо. То, что у нас биточек удерживает данный уровень. Здесь у нас отработал золотой крест. На дневке, на недельке будет очень хорошо видно. Восходящий канал у нас идет. Так. Скользяшки. Так. Вот у нас это пересечение. 4 мая произошло. Золотой крест есть. Будем надеяться, что здесь будет восходящее движение. Не исключаем, конечно же, коррекции. Рынок вроде бы как развернули. Мы сейчас можем даже двигаться и в диапазон там 100 тысяч долларов, 99 тысяч долларов. Все может быть. Рост был знатный на битке. Буквально с 7 апреля рост был без всяких коррекций.
без всяких коррекций. Это нас радует, конечно. Главное, чтобы мы здесь вот это все дело удержали, проторговали вершину по биткоину. Может, здесь даже будет пробитие в понедельник. Мы этого не знаем. Посмотрим, понаблюдаем. Глобально было бы идеально увидеть биток в диапазоне 130-150 тысяч долларов. И здесь увидеть альт-сезон. Если мы этого не увидим, то рынок скам просто и все. По Stock2Flow видно то, что еще запас хода есть. У нас есть еще даже вплоть до сентября 2025 года, даже до ноября движение здесь вот до конца года. Так что устроить пирушку на крипторынке есть еще когда. Доминация биткоина только чуть-чуть снизилась у нас. Небольшая у нас тут небольшое снижение по доминации битка уже показало хороший рост альткоинов. Надеемся, что мы можем упасть где-то там диапазон 48%. И я думаю, что этого будет даже достаточно для того, чтобы что-то у нас произошло на рынке. У нас только начало движения. Только начало движения. Набираемся терпения. Я лично буду сидеть, набираться терпения и ждать того, что я жду, а не того, что я боюсь. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте, наверное, будем заканчивать. Криптоэнтузиасты, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть в описании под видео. Телеграм-канал, чат, биржи, которыми я пользуюсь. Если вы реферал на бирже, то я могу с вами поделиться индикаторами.